Привет, друзья, с вами Алекс, из Китая. Сегодня мы посмотрим первую часть прогулки по сафари-парку в Гуанчжоу. Уникальное место, которое стоит увидеть, это сафари-парк Чанглонгсянгцзян в Гуанчжоу. Это место специально построено для содержания животных различных пород. Сафари-парк копирует настоящую природу и показывает, как живут дикие животные. Ежегодно парк посещает более 10 миллионов туристов. Сафари-парк Чанглонгсянгцзян является одной из привлекательных мест для туристов со всего мира. Сафари-парк считается гордостью города Гуанчжоу. Сафари-парк был построен в 1997 году. Общая площадь составляет 130 гектаров. Большая территория, которая отведена для существования множества представителей животного мира. По своей тематике это самый крупный парк в Азии. В парке обитают около 300 видов животных, более 10 тысяч особей. Для каждого жителя созданы идеальные условия жизни. В парке есть все необходимые для обитания и размножения животных. Учтены все мелкие нюансы. Каждый вид получает все необходимые, чтобы ощущать максимальный комфорт. Это и есть одна из особенностей сафари-парка. На территории парка проходит около 7 видов представлений. Популярным шоу считается выступление слонов и тигров. В парке живет белый медведь. Это единственный белый медведь, который живет на теплой территории. Во время строительства парка, для медведя была построена специальная система охлаждения, чтобы он чувствовал комфорт и мог спокойно существовать. Тут можно встретить животных редких пород, белый лев и белый тигр, черные антилопы и таиландский аллигатор. Данные породы относятся к исчезающему виду, поэтому сотрудники парка бдительно следят за их жизнью и максимально стараются сделать все, чтобы животные размножались и сохранили породу. Уникальность сафари-парка в том, что посетители могут наблюдать за жизнью животных из открытого экскурсионного автобуса. Он катает гостей по парку, весь естественный образ жизни диких зверей как на ладони. Людям разрешается кормить животных, сделать яркие фотографии. Специально для панд был построен новый ледяной вольер, там есть вентиляторы, которые помогают животным легко переживать высокую температуру в летнее время. Известно, что панды любят прохладную температуру. После того, как мишки переехали в новый вольер, в интернете появились видео, на которых видно, что животным нравится их новый дом. Панды – это гордость сафари-парка. Люди постарались искусственно воссоздать для них природную среду, в которой они привыкли жить.